Всем привет! Сегодня мы с вами научимся делать вообще вот эту колоссальную дымку, которую многие очень сильно любят. Я не люблю, но тем не менее я должна вам показать, как ее делать, а там уже зависит от вашего выбора, будете ли вы делать ее прям вот такой вот размытой, вот такой вот бесконечной. Не рекомендую, но тем не менее. Итак, мы с вами нарисовали бровь, опять обычную классическую, и мы с вами давайте поделим ее на зоны, в которых нам нужна какая-то плотность. То есть, в принципе, например, если вот так отсечь головку, там, где скошенная часть, таким образом, и получается, ну вот пусть будет тут такая вот буквально там 1/3 брови, зона, где у нас будет такая большая плотность. Все остальное будет разряженное. Выбираем штрих. Тут вам надо еще определиться тоже со штрихом, какой вам удобнее. Реально кому-то удобно очень от себя делать, но вы должны научиться контролировать то, чтобы штрих от себя у вас заканчивался в нужном вам месте, чтобы он у вас был стабильным. Так же, как и штрих на себя. Это тоже рабочая версия, то есть вы тоже можете на себя совершать вот эти штрихи. Просто вы должны быть уверены, что в момент прикосновения вы не заглубитесь, не заковыряетесь. У каждого свои какие-то наработки, поэтому поймите лично для себя, какой штрих удобен вам, и его используйте. Вот в этой зоне мы будем с вами работать штрихом на 5 параллельным нашим вот этим линиям. То есть вот я начинаю. Штрих пусть будет длиной примерно полсантиметра, то есть штрих на 5, раз, два, три, четыре, 5, раз, два, три, четыре, 5. Помните, да? Раз, два, три, четыре, 5 – это когда у нас максимальная плотность сосредоточена, то есть у нас здесь, считай, идет полный такой прокрас декоративный по нижней линии. Раз, два, три, четыре, 5. В каждом штрихе у нас 5 движений вперед-назад, вперед-назад. И получается у нас тогда с вами такая прям плотно прокрашенная вот эта вот часть по нижней линии. Затем мы чуть разворачиваем руку, и из этой темной части мы выбрасываем. Вы, кстати, можете оставлять самый-самый кончик, буквально пару миллиметров в самом хвостике брови, для того, чтобы там не законтуриться, чтобы не создать такую жесткую линию. Вы можете оттуда, вот сейчас, как я показываю, из темной части, которую вы уже прокрасили, выбрасывать такие штрихи во внешний контур. И опять, если удобно это делать от себя, то есть из темного в светлое, то вы вот таким разреженным макаром создаете вот эти штрихи, то есть во внешнюю часть. А затем вы делаете следующий блок. Также на 5, также накладывая его на предыдущий, чтобы у вас получилось тут максимально плотно все. Я, кстати, страшно не люблю, когда делают как ниточку вот эту по нижнему линию, по нижней линии полоску, когда прям внутрикожно работают. Мне это не нравится. Это может создать большие проблемы, если вы вдруг переусердствуете, например, то эта полоса может полосой и зажить. Я за то, чтобы просто блоки плотно класть. И затем, пройдя этот блок до там выбранной в какой-то рандомной части брови вами линии, с которой начнется растушевка, вы опять вот так наискосок веером вы выбрасываете штрихи. Определенное количество, чтобы вам было видно, как вы прокрасили, чтобы вы остановились в нужный вам момент. Можете штрихи считать, можете ориентироваться на глаз просто. Самое главное, чтобы они шли во внешнюю часть. У вас получается такой как бы штрих наискосок, который заканчивается нигде, заканчивается в воздухе и собой создает окончаниями своих вот этих вот точек. В конце штриха создает внешнюю линию, которой практически нету, она размытая, то есть, вы понимаете о бровях, какого типа я говорю, с четкой нижней декоративной границей и с размазанной, размытой внешней частью. То есть вот таким образом вы всю бровь проходите, и у вас получается такая рыхлость во внешней части. Доходите до излома, мы можем с вами... Так, что-то я как-то увеличила слишком сильно. На 5, помните, да? Раз, два, три, четыре, 5. 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 И получается, за вами остается такая плотность, которую вы выбрали. На 5, на 3, на 2.
какая угодно. То есть это зависит от задачи. Считайте количество штрихов. В каждом штрихе вы можете, например, если бровь широкая, сделать так, чтобы в хвосте вот было вот так пополам поделено, а вот здесь вот где-то в середине брови, когда она уже реально широкая, чтобы вот в нижней части был штрих на 5. То есть вот здесь у вас штрих на 5, раз, два, три, 4, 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 5, 3, 4, 5. Вот таким образом вы проходите эту бровь, раз, два, три, 4, 5, раз, два, три, 4, 5, раз, два, три, 4, 5. То есть за вами будет оставаться вот этот идеальный прокрас, когда вы не потеряли ничего, когда у вас блок полностью сохранился, когда у вас одинаковый прокрас без скачков. Раз, два, три, 4, 5, 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 раз, два, три, 4, 5. Вот я дохожу до зоны, где у меня уже штрих на 3 начнется. То есть вы просто должны понять, что вы сами регулируете насыщенность брови. Например, в хвосте у вас только штрих на 5 и штрих на 1, а в середине тела брови, там, где ширина максимальная, у вас штрих на 5, штрих на 3, а потом штрих на 1. То есть здесь я прохожу потом штрих на 3, раз, два, 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 3. Раз, два, 3, раз, два, 3. Все, я дошла. Видно, уже градиент получился. И здесь вы из середины выбрасываете вот в эту внешнюю сторону штрих на раз. Просто раз, раз. От себя или на себя, кому как удобно. То есть если вы от себя делаете, ну как бы, нет, не от себя, а на себя штрих, из темного в прозрачное, вам очень легко выбрасывать его. То есть вы никак не законтурите, у вас получится очень мягкая внешняя дымка. Если вы сидите как-то по-другому, то вы можете, в принципе, сейчас я уберу вот эту дымку, просто некоторые люди из-за головы работают, некоторые люди сидят только сбоку и ворочают там клиента голову. То есть если вы вдруг работаете на себя, то также вы просто штрих заканчиваете, начинаете у внешнего контура и заканчиваете. И он немножко наискосок идет у меня, видите, да? То, что он заходит в середину брови, ничего страшного, потому что она у вас и так яркая, ничего там вы не испортите. В любом случае у вас получится плотный низ, не такая плотная, но тоже плотная серединка брови и очень воздушная растушевка по внешней части брови, которая вообще не имеет границ. И здесь в головке у нас та же самая картина. То есть отсекайте всегда головку, прям какую-то большую ее часть, потому что когда вот этот штрих на 5 подходит прямо к нижней части головки, это выглядит некрасиво, это всегда придает такой агрессивный вид. Не доходите никогда до головки прям штрихом на 5, штрихом на 3, никаким. Просто пусть это всегда будет разреженный штрих у вас. То есть вот в какой-то момент вот штрих на 5 у нас получился. Так, мне лень это снова рисовать. Простите, извините. Сейчас мы с вами сделаем финт ушами. Мы сейчас вот эту, мы с вами вот эту зону сотрем. И сделаем вид, что у нас короткая бровь. И дорисуем зону как бы головки. Вот у нас зона головки. Даже это до хрена далеко. Ой, иди. Вот у нас зона головки. То есть все. Вот мы отсекли. То есть сразу на этапе, не смейтесь, сейчас смешная бровь у меня получилась, но на этапе рисования мы с вами определяем, что примерно с полсантиметра, а то и сантиметр в головках должен быть дымчатым. Но это, конечно, опять зависит от пучков и от всего того, с чем мы работаем с клиентами. Так вот, я дошла, у меня здесь штрих на 5 закончился, да, вот в том месте, где у меня еще идут ровные линии, параллельные друг другу, как вот мы с вами строили брови. Там, где начинается скос, вся эта зона у меня будет уже дымчатой. И здесь просто я также точно могу выбрасывать штрихи вот так от себя, штрих на раз, во все стороны, смотрите, я как бы веером расхожусь. Либо я могу это делать штрих на раз такой же, на себя. То есть это зависит от того, где у вас больше контроля. Тоже от головки и веером схожусь в середину брови, в то место, где у нас и так уже плотно. И можно вот сюда еще зайти тоже
И это зависит от того, конечно, сколько там насыщенности вам нужно, потому что каждый раз у вас там разные задачи будут с каждым клиентом. Самое главное, не доходите никогда штрихом на 5, штрихом на 3 в головку. Вот эта зона в головке брови, она всегда полупрозрачная, потому что хмурые лица создаются только на раз вот этими всеми плотными растушевками по нижней части брови. Вот такая у нас схема рисования, тоже интересная, но на самом деле она сейчас популярная, многие так работают, но мне не очень нравится вот эта бесконечная дымка, но тем не менее создавать дымку, у которой нету границ, обязательно нужно научиться, а дальше уже на вашу фантазию. Пишите в комментариях вопросы, если не понравилось. Ой, если не понравилось. Конечно, понравилось. Пишите в комментариях вопросы, если что-то было непонятно. И обязательно сниму видео какое-нибудь следующее учебное для вас. Всем пока!